Смотрите, раз, два, три. Вот такая у нас сегодня гитара. Это не то, что на обзоре, это скорее опыт использования. Она у меня уже полгода. Фурх, чешская компания, именно так это произносится. Не спорьте, именно Фурх. Расскажу, какие нашел плюсы, какие минусы и вообще зачем мне нужна еще одна гитара. Начну немного издалека. У меня там стоит другая гитара. Это гитара белорусского мастера Андрея Кибиня. Здесь так написано. В 2006 году я ее выиграл в одном конкурсе. И с тех пор она меня радует. Мне очень нравится вот это сочетание дерева. Кедр. Тут у нас красное дерево. Ширина грифа супер удобная для меня. Колочки. Красота. Она не совсем матовая, но при этом немного шуршит. Короче, все офигенно, кроме одной особенности. Тут такая конструкция деки, что вот эта вот часть верхней деки, она тоже ходит. Потому что здесь какого-то брусочка не хватает, или, короче, как-то мастер мне объяснил, другой, которому я носил эту гитару, что здесь дека не такая, как на фабричных гитарах. И за счет этого, вот этот, когда я убью вот в эту область деки, накладку, то получается звук сильно громче, чем на обычных гитарах. Послушайте, даже когда просто вот так вот бью, слышно, что внутри что-то пусто, и как будто бьют по какому-то шкафу. И когда я играю, это, конечно, тоже, он сильно громче, чем звук струн. Это, вообще не в кассу. И мне всегда приходилось и приходится контролировать силу перкуссии, вот этих всех ударов, чтобы звучать более-менее ровно, чтобы это не резало слух. Если бы я эту перкуссию не использовал, то это была бы идеальная гитара для фингерстайла, для пальцев. Но я использую перкуссию, более того, благодаря ей, возможно, вы наткнулись на это видео или подписаны на мой канал, поэтому вот такой вот есть у нее существенный для меня минус. И поэтому я все время искал аналог этой гитары. Как раз вот этот Фурх, самый близкий аналог, пожалуй, до моего старого доброго Кибиня. И внешне, и по деревяхе, и по ощущениям от игры, и по звуку. Есть нюансы, которые отличают эту гитару от моей старой, но о них сейчас расскажу. Так вот, чем отличается конкретно мой Фурх, вот эта моделька, от моей старой гитары? Та же деревяшка, это тоже кедр. Форма чуть-чуть больше. Это Grand Auditorium, вот в этом месте он чуть шире. Была у меня просто Auditorium. Гриф 45 мм, там, по-моему, 44,5, чуть шире, мне даже чуть удобнее. Колочки здесь хорошо работают. Профиль грифа здесь плоский, как на Тейлорах. Сначала было непривычно, но сейчас мне и там по кайфу. Ладочки я, правда, заменил на более жирненькие, чтобы было как на Кибине. Нюанс такой, что это не массив. Зад и бока конкретно на этой гитаре не массивные. Зато вот здесь зад выпуклый. И благодаря вот этой выпуклости она звучит очень, отдает прям хорошо. Я прям чувствую. До Кибиня, конечно, не дотягивает, но не дотягивает именно из-за того, что здесь у меня все-таки фабричная гитара. Конструкция стандартная, деки верхней. И благодаря этому вот этот звук, наконец-то, он адекватный. Слышите, он не выделяется, если я сыграю тот же Yellow.
Может, конечно, вот этот червячок скепсиса во мне внутри сидит и говорит, ну это же не массив. Блин, не массив, зато звучит, и зато у меня руки развязались, я могу играть перкуссию и не бояться, что это будет звучать громко, мерзко, неприятно и... Все отлично, все в балансе, мне очень нравится. Большущий плюс лично для меня, что верхняя дека на этой гитаре по-прежнему матовая. Хотя, если мы берем следующий сегмент, следующую линейку у фурхов, то все, там уже идут только глянцевые. Вот в этом небольшой есть, конечно, минус. То, что у компании дорогая гитара ассоциируется с лакированным корпусом. Я это не очень люблю, но вот такая вот политика. И у многих, кстати, других компаний тоже такая политика, то, что более дорогая гитара, она должна быть именно с глянцем. А матовые у них, как правило, более младшие линейки идут. Зато у фурхов на сайте есть конструктор гитары вашей мечты. И мы сконструируем эту гитару мечты в конце видео. Мензура стандартная, строй держит отлично, прям супер. И еще, что мне понравилось, чехол с большой буквы Ч. Чехол офигенный. Я скажу вам, что он мне едва ли не больше, чем сама гитара нравится. Он был в комплекте. Здесь есть миллион кармашков. Даже в одном вот этом отделении 3 кармашка внешних и еще, конечно, внутренний кармашек. Вот здесь у нас 1, 2, 3 кармашка, еще внешние такие сеточки. Внутри, само собой, очень мягкое покрытие. Это понятно, это у большинства есть. Но, наверное, самое важное — это количество ручек, количество... Вот смотрите, какие здесь лямки. Вы посмотрите, просто супер мягкие. Вот здесь очень мягко, для спины все это сделано. Лямки отстегиваются. Здесь есть ручка обычная, да. Но и вот здесь есть ручка, которая, наверное, еще важнее, чем вот эта боковая. Просто все максимально продумано, максимально, супер. Он идет только к среднему модельному ряду. Если вы покупаете более дорогую гитару, лакированную, то вам дадут в комплект кейс. А кейс, я считаю, годится только если вы снимаете крутое интро к гитарному видео. Из чехла, конечно, гитару доставать на видео не так эффектно. Но использовать кейс по предназначению, носить в нем гитару, это издевательство над собой, я считаю. Он тяжеленный, неудобный, на спину не повешаешь. Один единственный кармашек. Какой еще минус вылез за эти полгода? Она тяжелая, и я думал, что это не будет иметь значения. Это действительно не имеет большого значения. Но вот когда я отыграл концерт стоя, когда повешал ее на ремень и весь концерт играл на ней, потом я прям чувствовал, что на мне была тяжелая гитара, была усталость. Не знаю, с чем это связано, может из-за того, что это не массив, но вот такая вот особенность конкретно у этой модели. И, конечно, когда беру не аудиториум, а какую-нибудь гитару поменьше формы, вот тот же кибень мой старенький, конечно, более удобно, ее проще обхватывать, тут все-таки чуть-чуть высоковата рука. Так, вижу комментарии. Макс, идеальная ли это для тебя гитара? Сразу отвечу на него. Нет, гитара для меня не идеальная, но очень классная. Прям лучше, наверное, из того, что сейчас у меня есть, было, я щупал. Именно конкретно для меня. Но, если говорим о идеале, то хотелось бы, наверное, более узкую вот эту часть, чтобы более удобно было. Но при этом, чтобы той же ширины была обечайка. Есть ли такая идеальная гитара у фурхов? Для меня. У них есть гитара поменьше, но обечайка узкая, и звук отдает не так, как я хочу. Давайте посмотрим на сайте. Может быть, в конструкторе на сайте можно собрать гитару мечты. Посмотрим, сколько она будет стоить. Праворукая, шестиструнная, а вот форма хочу, чтобы была OM. Без выреза, обычный OM. Так, верхний порожек 45 мм, стандартный. Пусть будет стандартный. Здесь 55 расстояние между струнами у нижнего порожка. Видимо, это стандартное, то есть пусть так и будет. Вот это интересно. Смотрите, body depth. Это, видимо, как раз глубина
корпуса, то есть ширина обечайки. Да, я хочу, чтобы было более глубокое, а не стандартное, как обычно они на ОМ-ках делают. Профиль грифа Soft V, это, видимо, вот как есть. Не буду экспериментировать, пусть будет Soft V. Материалы. Топ, я хочу, чтобы был кедр, как и сейчас это есть. Зад и бока африканский махагон, отличная опция, тем более всего 0 евро. Идеально. Смотрите, какой еще минус у конкретно этой гитары, опять же, лично для меня. Хотя, скажите лучше вы, это минус для вас или нет? Когда вы смотрите обучающее видео, важно ли для вас, чтобы были точки на грифе? Вот на этой гитаре, видите, нет точек, и приходится считать, на каком ладу я зажал аккорд. На старой гитаре, мне кажется, это проще, потому что у меня здесь были точки, и проще ориентироваться вам как зрителю. Но не факт, вы как зритель как раз и скажите. Все, что 0 евро, все мне подходит. Вот, собственно, на грифе то, что нарисовано. Да, кстати, вот точки есть, и эти точки за 0 евро как раз, да, здесь точки, это нам подходит. Вот, как раз финиш, то есть материал, чем покрыто, глянец, или у них называется это open pore finish, то есть, ну, вот как на моей гитаре есть, матовая. И минус 157 евро. Идеально, нам подходит вообще супер. Так, что-то получилось аж 2500. В рублях это почти 196 тысяч. Но одно дело, если бы эта гитара стояла в магазине, а так на заказ придет она мне, понравится, не понравится, непонятно. Что будет, если не понравится? Если бы она стояла в магазине, я призадумался. А так я просто крепко замечтаюсь. Или подожду, пока упадет евро до 2 рублей. Ладно, пока я мечтаю, поставьте лайк этому видео. Кстати, на этом вот фурхе я очень активно записывал ролики последние полгода на канал. Если хотите больше примеров звучания, посмотрите свежие видео. Да и новые видео я тоже буду записывать на эту гитару, поэтому обязательно подпишитесь. Увидимся. Да, 2500.